Привет! مرحبا. Hello. 你好 Bonjour. Bonjour. Итак, сегодня мы будем учиться рассказывать о том, какие языки мы знаем, изучаем, любим и как мы говорим на этих языках. Поехали! Новые слова. Слушайте, говорите. Россия. Я из России. Германия. Я из Германии. Франция. Я из Франции. Италия. Я из Италии. Испания. Я из Испании. Ливия. Я из Ливии. Иордания. Я из Иордании. Америка. Я из Америки. Или США. Я из США. Украина. Я из Украины. Палестина. Я из Палестины. Алжир. Я из Алжира. Ливан. Я из Ливана. Египет. Я из Египта. Китай. Я из Китая. Напишите в комментариях, откуда вы. Слушайте, смотрите, думайте, когда мы говорим русский язык и по-русски. Я из России. Я отлично знаю русский язык. Я изучаю английский и китайский языки. Я немного говорю по-английски и неплохо понимаю по-китайски. Ахмед и Нура из Египта. Они знают арабский язык. Они изучают английский и русский языки. Нура хорошо говорит по-русски. Ахмед быстро читает по-английски. Мариус из Германии. Он полиглот. Он учит иностранные языки. Итальянский, французский, арабский. Он уже свободно говорит по-итальянски, но плохо понимает по-арабски. Итак, когда мы говорим русский язык, а когда по-русски? После глаголов знать, изучать, учить, любить мы говорим язык. Русский язык, английский язык, французский язык, немецкий язык, итальянский язык, испанский язык, арабский язык, китайский язык. Например, я знаю русский язык. Я люблю немецкий язык. Я изучаю арабский язык. После глаголов читать, писать, говорить, понимать мы говорим по-русски, по-английски, по-немецки, по-французски, по-арабски, по-китайски. Например, я плохо понимаю по-арабски. Я не говорю по-французски. Слушайте, говорите, какой язык знают эти люди, как они говорят на этом языке. Например, Антон и Анна из России. Какой язык они знают? Они знают русский язык. Как они говорят по-русски? Они свободно говорят по-русски. Жан и Амели из Франции. Какой язык они знают? Они знают французский язык. Как они говорят по-французски? Они отлично говорят по-французски. Они хорошо говорят по-французски. Они свободно говорят по-французски. Отлично.
Сара и Мухаммад из Иордании. Какой язык они знают? Они знают арабский язык. Как они говорят по-арабски? Они отлично говорят по-арабски. Они свободно говорят по-арабски. Хорошо. Слушайте диалог, говорите, как по-русски I love you. Скажите, пожалуйста, как по-русски I love you. I love you по-русски я люблю тебя. Как по-русски I love you? Я люблю тебя. Отлично. Если вы не знаете какое-то слово, вы можете задать такие вопросы. Скажите, пожалуйста, как по-русски? Скажите, пожалуйста, как по-английски? Скажите, пожалуйста, как по-китайски? Или вы не знаете, как по-русски I love you? Вы не знаете, как по-русски? Вы не знаете, как по-французски? Вы не знаете, как по-немецки? Я не знаю, как по-французски I love you. Хорошо. Слушайте диалог, говорите, как они говорят по-русски. Вы не знаете, где здесь аптека? Извините, я плохо говорю по-русски. Я иностранец. Ты придешь завтра на репетицию? Извините, я не понимаю по-русски. Я иностранка. Как они говорят по-русски? Они плохо говорят по-русски. Они иностранцы. Он иностранец. Она иностранка. Они иностранцы. Слушайте текст. Пишите в комментариях, какие языки знал Лев Николаевич Толстой. Лев Николаевич Толстой – русский писатель. Все знают его роман «Война и мир». Толстой был полиглот. Он свободно говорил, читал и писал по-английски, по-немецки, по-турецки и по-французски. Толстой неплохо знал латинский, греческий, болгарский и украинский языки. Только 3 языка Лев Николаевич учил с преподавателями, остальные языки он изучал сам. Итак, какие языки знал Лев Николаевич Толстой? Жду ваши ответы в комментариях. Сегодня на уроке мы учились рассказывать о том, откуда мы. Откуда я? Я из России. Откуда вы? Также мы учились рассказывать о том, какие языки мы изучаем, знаем, любим и как мы говорим на этих языках. Например, я из России, я свободно говорю по-русски, я изучаю английский и китайский языки. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал, включайте уведомления. И все ваши вопросы я жду в комментариях. Пока-пока!